Hello, привет. Welcome to Island of English for Russians. В этой серии мы будем учить разницу между некоторыми синонимами по-английски, чтобы помочь просто вам выражать себя свои мысли лучше. Может тоже помочь людям, которые учат для сдать экзамены по английскому, ЕГЭ или FSC. Ну, вроде так. Давай сразу начинать самый первый параграф у нас. Right. Now, Tanya didn't know whether to laugh or cry. She certainly knew she would never be in a situation like this before, and hoped she never would again. She also knew that the worst space would be to panic. У нас есть 4 варианта choices, right? Result, reply, response and report. Now, давай посмотрим вместе на значение каждого слова, чтобы знать, почему конкретное слово мы будем выбирать. Now, result – это что-то требуется время, right? Это что-то требуется работа, требуется готовить еще. А reply и response обозначит ответ. На reply это можно сказать ответ на ожиданные вещи, а response это ответ на неожиданные вещи, right? Ты отправишь мне письмо, я отвечаю на это письмо, отправлю тоже письмо, но это можно сказать, что reply, right? Но, например, что я привык видеть тебя очень дикий человек, right? А вдруг ты очень сердитый, как бы очень волнуется, right? Но то, что я как отвечаю на тебя, или мой ответ вообще, это называется response, это не называется reply, потому что я не ждал это от тебя. Но это разница между ответ reply и ответ response. Reply ожиданный, response неожиданный вещи. Но последний вариант это слово report, right? Но report это вообще передавать что-то, передавать информацию или передавать что-то вообще. Но как вы думаете, самое лучшее слово в этот фразе? She also knew that the worst result would be to panic. She also knew that the worst reply would be to panic. Well, of course it's response. She also knew that the worst response would be to panic. Понимаете? Отлично. Now, сейчас давай дальше читаем. She had to stay calm. She sat on a bench to think things through. I'm in a foreign country, she said to herself. All my money, my mobile phone and my passport were in my bag. My bag has been space. Or maybe I just left it somewhere. I don't know. Should I go to the police or the embassy? Right, and that's just тоже 4 choices. Right, robbed, stolen, burgled, mugged. Now, давай посмотрим просто вместе значение каждого слова, чтобы тоже использовать и выбрать самое лучшее. Now, robbed это значит, что меня украли, но я был в subconscious, как бы, я не знал, ну как бы, но если я дома сплю, right, сплю, я просто сплю, у нас тоже есть еще семья дома, но они все спят. Но, допустим, что есть кто-то, который украл наш дом, right? No, это называется robbery. No, we've got robbed, потому что мы были subconscious. Или тоже можно сказать, что мы в общем не дома, right? Мы путешествовали, простите. Right, а когда вернулись, мы нашли, что нас украли просто в дом. Ничего в доме есть, right? Мы тоже скажем, что we got robbed, потому что мы не были рядом, когда это получилось. Мы не были в этот акт, right? Мы ничего не видели. Robbery, или кто-то скажет I got robbed, значит, что он был в subconscious, он не видел, он не чувствовал это. Понимаете? Отлично. Но второе слово, это слово stolen. Stolen, это главное слово. Может быть, или в conscious, как бы он видел, right, а может быть он был subconscious.
есть неясно просто, надо спросить про подробности, чтобы знать, как это было. Понимаете? Отлично. Но третье слово это buggled. Right, buggled это точно в conscious, то есть ты был в этот агрессивный акт. То есть, допустим, что это было дома, right, но это требуется время, еще это требуется, может быть, оружие, right. Но как, если ты в conscious, ты можешь как бы defend yourself, right, ты можешь делать что-то. То есть они, или он, или она как бы, должен, что они есть какие-то оружие, right? Еще требуется время, потому что это бывает как бы большие серьезные вещи, как дом, может быть. Но 4 варианта, это будет mugged. Mugged это дело много, right? Это тоже бывает в conscious, но разница, что это бывает, это не требуется время, как пагалин, right? Это требуется меньше время. Это тоже не бывает с такими большими серьезными вещами. Это может бывать, как я гуляю просто по улице, а вдруг просто кто-то будет мать меня как 10 секунд, может быть, или 20 секунд. Это не требуется время. Это просто самая главная разница, можно сказать. Right. Но сейчас давай посмотрим просто, что-то здесь написано. Очень важно, right? Now, my bag has been what, right? Or maybe I just left it somewhere. Now, это значит, что это человек, это человек Тони, right? Она не уверена, что получилось конкретно. То есть, она не уверена, если они украли ее сумку, может быть, или, может быть, она оставила где-нибудь на забыла. Right. Но говорить этот вещь на фразе, это просто делает нам легче выбрать слово, потому что это не может быть точно robbed, не может быть buggled, не может быть mugged. Right. Потому что обе все слова mugged и buggled, mugged и buggled, особенно это является агрессивный акт, бывает, я в conscious точно, потому что и так, извините, и так не может быть таки, потому что если она была buggled или mugged, то она точно смогла вспомнить это. Right, а robbed и stolen, robbed это значит, как бы в subconscious, right, они украли меня. Но stolen, это не только или в conscious, или в subconscious, это еще используется как главное слово, очень главное. Но это самое красивое здесь, гораздо лучше, чем rap, потому что I might be stolen, or ты не можешь сказать I might got robbed, right? Потому что robbed это скажешь, если ты уверен. Robbed это не бывает главное, если скажешь, что you got robbed, значит ты got robbed. Но если скажешь stolen, ты можешь использовать какие-то understatement с ними, как бы stolen или, может быть, нет, как это главное слово. Все равно. Понимаете? Отлично. Now, давай дальше читать. She decided to go to the police first. She might be, just might be someone had space in her bag or a thief had been caught. But how would she find the nearest police station? She would have to ask someone. Right, and that's тоже есть 4 choices, right? Delivered, passed, found, and handed. Чтобы лучше выбрать самое лучшее слово, давай посмотрим на значение каждого слова. Если выбираем слово delivered, right? Delivered, это значит, если delivered, если кто-то delivered, right? Это кто-то, который занимается delivering, right? Это его работа должен быть. А кому deliver бывает, это человек, который я буду deliver ему, это человек точно ждет этот вещь. Поэтому я не могу использовать здесь, потому что это человек, который нашел сумку, это не его работа deliver to the police station, и police station не может ждать эту сумку, потому что они не знали ничего об этом. Right? Отлично. Второе слово, это слово passed.
Но кто паст, ему просто не обязательно. То есть это не его работа, он не должен это делать, он может делать, он не может не делать, он может просто ничего не делать. Но слово past дает такой мысль, как что это ему не обязательно. Right? Но просто очень другой пример, но я хочу сказать, например, когда человек говорит, что I'll try to pass by you, I'll try to stop by you, right? Well, drop off you, pass by, or, just stop by someone, right? Stopping by someone is not just to visit you, right? Now, это значит, что это не обязательно, значит как visit. Now, past, back, но это человек, который passive back, ему не обязательно, он просто сделал это как бы он хороший человек, можно сказать. Но третий вариант, found просто, это не может быть грамматически неправильно, как found in her bag, грамматически неправильно, не имеет значения. Также handed, не может быть handed in her bag, также неправильно грамматически. Так, если мы используем слово delivered или passed, не может быть delivered точно, потому что это не в работе, а этот человек не ждет, PlayStation не ждет сумку, точно будет passed, потому что это не обязательно ему, этот человек. Понимаете? Отлично. Now, давай еще один параграф. The man in the newsagents was helpful and polite, which put a slight smile back in Tanya's face, and she soon found herself talking to the police officer in Marylebone police station. Thank goodness my English isn't bad. At space, I can communicate easily, she said. It would be a lot worse if I could understand what he was asking me. Right, and that's his 4 varianты choices, right? Least, most, last, first. Но давайте, если посмотрим на значение least, это значит по-русски по крайней мере, right? Но если скажем так, вместе at least, это значит по крайней мере. А если скажем at last, это значит в конце, right? Но most, это точно нелогично. Ну, как бы не может быть, а first тоже нелогично. А если мы говорим про least last, at least значит по крайней мере, at last значит в конце. Ну как в конце? В конце чего? Но это просто не имеет тоже значения. Поэтому точно будет at least, по крайней мере. Понимаете? Отлично. Давай еще дальше читать. The officer took down her space, her what? And went to see if her bag was in the lot's property room. Oh, please let it be there, thought Tanya. What am I going to do if it's not? We've got 4 varianты, right? Facts, details, truth and reality. Но, как бы логично просто. Facts значит, как факты. Он взял факты. А details значит information, right? Он взял ее информацию. Но truth значит реальность, reality значит настоящность, может быть. Right, это не может быть reality, это не может быть truth, это не может быть факты, но это может быть информация, details, right? No, так, the office took down her details. Отлично. Но сейчас давай предпоследний эта фраза. When the officer returned, she saw from the expression on his face and that her worst face had been realized. Now, she really was in that space to whip away the tears that were starting to run down her cheeks. Right? Now, давай посмотреть на наши choices здесь. Now, problem, trouble, mess, crisis. Now, problem – это главное слово. Right, это можно использовать во все ситуации, как бы очень главный, right? А trouble – это проблема, сделана как бы by another person, right? Но проблема, которая сделала другой человек или другой фактор. Но
проблема просто сделана by another person или что-то другое. Но проблема сделана кем-то или чем-то, которое я не контролирую. Понимаете? Я не умею контролировать. Но эта проблема, главное слово, это trouble. Проблема сделана by another factor or another человек. Right, а есть еще mess и crisis. Но mess это значит не в порядке. Right? А crisis это очень сильное слово. Но crisis, как мы говорим, если financial crisis, right? Economic crisis в стране вообще. Или можно человек, но crisis от человека, как это может быть, он умер, как бы. Понимаете? Это не может быть crisis, это очень сильное слово. А mess значит не в порядке. Просто не подходит здесь. А проблем это главное слово, хорошее. Но trouble, потому что значит проблема сделана by another человек или что-то я не контролирую. Например, ее сумку укралась, понимаете? Или просто в этот подробности, как мы читаем. Но слово trouble будет самое лучшее использоваться. Понимаете почему? Отлично. Давайте что читать этот фраз. Please don't get upset, he said kindly. Every problem has got a solution. I'm not quite sure what he uses in this space, but I'm pretty sure there is one. He did the right thing coming to us anyways. Right, and that's есть 4 варианты choices. State, order, condition, and case. Отлично. Можно приводиться слово state, как если... давай скажем сначала, извините, что эти 4 слова очень похожи на друг друга. Кроме order, of course. Order это не подходит никак. Давай не говорим об этом. State, condition, case, они очень похожи. Давайте скажем, что они значат почти то же самое, но state это как бы главный something, right? Это главный thing, очень главный, general thing. Понимаете? То есть как from another perspective, очень главный перспектив про что-то. Если мы говорим про Morgan, кто-то украл как бы что, мы не можем говорить про конкретный случай. Мы должны говорить про в общем Morgan как бы в стране или в 2014 в эти. Мы говорим просто про subject какого-то. Мы не говорим про что-то специальное. Но это state. State это значит condition, значит case. Но state это очень главный вещь. Понимаете? Вот. А order мы сказали, что не подходит. Но слово condition это значит case. Но это значит case, который является в данный момент еще. Понимаете? Который является просто сейчас, в этот момент. А case значит... case это напротив state. Если state главный вещь, right? From another perspective, to case это particular something, что-то специальное. В этот фраз, please don't get upset. Every problem's got a solution. I'm not quite sure what uses in this case. Я не могу сказать in this state, потому что in this state, state это general, это как бы, если я говорю про проблему украть люди в России в этот год, например, это что-то очень главное, так это не может быть, просто я говорю серьезно. Condition, I'm not quite sure what uses in this condition, то, что получилось, это уже получилось, right? Ничего сейчас нового, как мы читаем эту фразу. А condition это является case, но бывает на данный момент. То есть, например, как бы, не знаю, как бы... у меня нет примера сейчас в голове, но точно мы не можем использовать condition, потому что не что-то бывает сейчас в данный момент. Но это уже получилось, часов назад, как мы поняли, просто читать этот параграф. А case значит particular something, что-то специальное. Вот твой case.
но это значит state, значит condition, но это не главный, это специальный, а это не на данный момент как condition, это что-то как бы получилось вообще. Ну как специально, да, только про тебя, но это вообще, это не сейчас, это не в тот час, не в данный момент. Поэтому это самый лучший слово, которое можно использовать. Но самый последний фраз в этот параграф, давайте читаем вместе. 3 hours later, Tony was sitting in a small room in the embassy. From what she'd been told by the embassy staff, if the bat didn't turn up by tonight, they would have no choice but to put her on a plane back home. What a complete space, she felt. But I suppose it is a trip I'll never forget. Right, and that's his choices: disaster, destruction, damage, and ruin. Right? Но давай поясним так. Но disaster — это какое-то сильное слово, используем, когда что-то сильно плохо. Понимаете? А destruction — это тоже сильное слово, но мы используем, когда что-то разрушалось, то есть окончалось, разрушалось точно, 100%, уже нет, разрушилось. Right. А damage — это слово используется, когда что-то разрушалось, но не в полной. Понимаете? Ну, как бы 50%, 70%, может быть даже 20%. Но получилось damage, но это не destruction. Понимаете? А ruin, но это может сказать, но про что-то не так серьезно. Понимаете? Но, честно сказать, можно сказать про что-то серьезное, но просто что-то не так большое, не так сильно плохо. Но, например, если мы говорим, что she got stolen, right? Она got mocked или stolen, she got stolen, но она может сказать, что это может быть ruined my mood. Right? Ruin настроение человека, может быть, использовать так. Ruin и настроение, потому что настроение — это не так большой вещь. Right? Это не так сильно плохо, если ruin, потому что если сейчас плохое настроение, может быть, через минуту будет отличное настроение. Но это не так серьезно. Если я сделал что-то вкусное, а это получилось невкусно, я могу сказать, что I ruined it. Right? Вот, если she got stolen, она может сказать, что это ruined мое настроение, это ruined my weekend. Right, my weekend has been just ruined. Но можно так сказать. Но ruined точно не может использовать, потому что это что-то большое, серьезное. А damage — это разрушаться. Destruction — это тоже разрушаться. Но разница, что damage — это не в полной разрушаться. А disaster — это сильное слово, используется, когда что-то сильно плохо. Right? Но сначала она думала, не думала, это точно. Сначала она теряла свою сумку, а сейчас она будет, опять как бы летать домой. Right? Но это вообще complete disaster. Yeah. Alright. Отлично, это было очень, полезно, я надеюсь, для вас. Если у вас будут вопросы, какие-нибудь вопросы, пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь. Я буду очень рад отвечать на все ваши вопросы. Спасибо большое, увидимся, пока.